Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. У меня на канале уже много корзиночек. Вот такая корзиночка сплетена. Круглая корзиночка есть, как шарик. Видео о плетении всех этих корзинок вы найдете в описании под видео. Заходите в описание, смотрите, там очень интересные ссылки, мои контакты. Находите меня в социальных сетях. Вот такие подставочки под яички. Сейчас я предлагаю вам сплести вот такую корзиночку чуть-чуть другой формы. В ней может быть представлена композиция из цветов. Здесь вот вообще без ручки у меня сделана корзинка. Цветы в ней можно поставить. Можно вот такую корзиночку сделать цветную. Расход вот на эту вот корзиночку цветных трубочек я тоже оставлю в описании под видео, чтобы можно было точно рассчитать трубочки для плетения этой корзинки. На плетение этой корзинки всего уходит, где-то 75-80 трубочек. В этом видео будет речь идти вот об этой корзиночке. И вот такие ручки будут. В самый раз я буду плести вот по такому салатнику дочери. У него нижний диаметр 5 сантиметров. Верхний диаметр 10,5 сантиметров, высота 5,5 сантиметров. Беру трубочки, накрученные на спицу 1 миллиметр, ширина полосы 7 сантиметров. Как покрашены трубочки, можно посмотреть по ссылочке у вас на экранах. Для крестовины беру 3 трубочки и 4 трубочки. Я их не наращиваю. Подкладываю белый лист, чтобы не повредить плетение. Оплетаю веревочкой в 2 трубочки. Плела 2 ряда. Теперь плету, где 4 развожу по 2. Где по 3, сразу по 1. Более подробно, как научиться плести круглую крестовину, можно посмотреть по ссылочке у вас на экранах. В следующем ряду уже развожу по 1, и те, которые 4, разводила по 2. Уже проплела 8 сантиметров, этого достаточно. Переворачиваю плетение, поднимаю стоечки заодно. Резервирую место. Рабочие трубочки убираю вовнутрь плетения. Проплетаю один ряд веревочкой в 2 трубочки. Так как рядов мало будет, закрываю ряд. Теперь вот у меня такая конструкция получилась. Очень удобно мне плести, чтобы вот опущены были полностью все стойки. И плету еще одну веревочку. В каждой стоечке еще по стоечке добавляю на клей. Закрыли ряд. Теперь переходим на ситец. Вот веревочка в 2 трубочки. Вот 2 трубочки вышло. Нижний начинаем ситец плести. И верхний начинаем ситец плести. 2 вдогонку, так как у нас четное количество стоек. На четном количестве стоек ситец плетется 2 сразу трубочками вдогонку. С какой вам стороны будет удобней? Сверху смотреть, сбоку. Сейчас чуть-чуть проплету, и я переверну.
плетении будет еще легче. Сейчас главное выровнять стойки. По донышку тоже здесь может быть много вариантов. В том, что если донышко сделать поменьше, само вот это вот, то и плетение будет корзинки поуже. То есть донышко будет вот такое. То есть вот сразу раз, а здесь будет чуть-чуть. Поставила на возвышение, перевернула, утяжелила и одеваю коктейльные трубочки для плетения розги, чтобы не высохли трубочки, которые мы добавили. Здесь вы можете любую высоту выбрать, какая вам больше нравится. Вот я в этой корзинке решила делать ее неглубокую. С этой начинаю плести поэтому окантовочную веревочку в 3 трубочки. Добавляю 3-ю трубочку. Так, закрываю ряд. Веревочки в 3 трубочки, 2 перед, 1 за. Берем трубочку уже с другой стороны, начинаем. 2 перед, 1 за. Так, рабочие трубочки обрезаем перед стойками. Так, равняем плетение, где сильно поднялось, можно. Так как мы добавляли трубочки с левой стороны, сейчас при розге все пенечки закроются. Обрезаем наши стойки, которые маленькие уже стали. Эти трубочки можно сразу вот спрятать. Делаю розгу, сгинаю пополам, закладываю, чтобы зарезервировать место. Можно сделать розгу без пенечков. Это вот сейчас пойдет запись, как я на зеленой корзинке делала. Можно делать розгу без пеньков, так как маленькая корзиночка. То есть вот так вот выглядит розга. А если вернуть назад, и заправить внутрь, а этот, как и положено при розге, вывести, то чуть-чуть рисунок изменится и пеньков у розги не будет. Будет выглядеть так.
Ручка будет косичка из 8 трубочек. Я пересмотрела тоже много мастер-классов. Мне очень понравилось, как Татьяна Беликова делает крепление на зажим, потому что по мере плетения ручки она становится больше, длиннее. Надо отходить. Так, все, она ее зафиксировала. Спасибо ей большое за этот способ. Ну и напополам поделила. Крайнюю взяла. Под 2 и вперед. Опять с этой стороны крайнюю. Она там сзади, вон я пальцем перехватываю. И под 2. И вперед. То есть косичку мы будем формировать. Вот она. Вот оно, пересечение. Они должны пересекаться друг на друга. То есть вот мы здесь сделали. С этой стороны берем заднюю. И опять под 2. И получается вот пересечение. И я запоминала как. Вот куда я пересечение сделала, вот сюда, с этой стороны я и беру трубочку. И здесь под 2. Этой накрывала, значит, вот эту трубочку. Но она чаще всего, эта трубочка, которую надо сейчас брать, она оказывается выше других. Вот здесь положили, значит, вот эту трубочку и берем. И сразу надо формировать, чтобы она была с 4 гранями, не круглая. И начинаю я так же, как посоветовала Татьяна, наращивать сразу, потому что потом длины трубочек не хватит. И продолжаю так плести. Получается, мне хватает 2 длин. Ну и привести ее в порядок. Вытянуть. После вытяжения вот принимает форму нормальную. Теперь буду крепить ручку корзинки. Здесь вот у меня остались длинные 3. Эти я срежу. Одну оставлю, чтобы ввести в плетение. Эти как можно короче срежу. Так, готовлю отверстие. Эти уголки тоже внутрь, насколько можно, убираем. А здесь эти же по одиночке выводим. Выравниваем здесь, сильно не тянуть, потому что нарощенные трубочки.
но выровнять их надо. Одну, вторую, так, вторую вот эту по очереди. Одну, вторую и третью. Вот так их подвести. Чтобы закрыть место наращивания. Они все три вышли. И также все три по очереди надо уложить сюда. Вывожу и под острым углом срезаю. Это все, что я вам хотела сегодня рассказать. Подписывайтесь на мой канал, приходите ко мне на занятия, которые проходят дважды в неделю в прямых эфирах, где вы можете задать свои вопросы по плетению. Мы разберем их на занятии, то, что вам интересно, и одновременно сплетем какое-нибудь изделие. Вы можете оформить спонсорство на моем канале, чтобы попасть ко мне на занятия, или прийти в мою закрытую группу ВКонтакте, где я выкладываю ссылочки на эфиры. Буду очень рада вас там увидеть. Спасибо вам большое за внимание. До свидания.